Балдуин IV – один из самых удивительных правителей в истории. С самого начала жизни его преследовали трагедии и неудачи, но он не только смог стать королем, но и остался в памяти как любимый всеми монарх, защитник своего народа, полководец и настоящий герой. Король Балдуин IV родился в 1161 году в Иерусалиме, в семье короля Иерусалимского королевства Амари I и королевы Агнес де Куртине. Единственный сын, был любимчиком своего отца. Король уделял немало времени воспитанию сына и даже лично учил его премудростям боя на мечах, стрельбе из лука и верховой езде. Балдуин IV был уникальным правителем. Казалось бы, все было против его успешного правления. Проказа, болезнь, которой он страдал, не оставляла в те времена никаких вариантов. Больные были обречены на изоляцию. Но Балдуин не только сумел сломать этот стереотип, но и стать одним из самых успешных королей Иерусалима и героем для своих подданных. Отец Балдуина, Амари, I любил своего сына без памяти. Его восхищало, как терпеливо мальчик переносит физическую боль, удары деревянного меча. К сожалению, это оказалось признаком беды. Потеря чувствительности – один из симптомов болезни. Когда будущему королю было 9 лет, прозвучал страшный приговор медиков. Проказа в то время существовала под разными именами. Одни называли ее лепрой, другие – финикийской болезнью. Несчастных, подхвативших эту заразу, изгоняли из городов и заставляли жить в колониях. Причем перед этим проводили церковный обряд. Больного укладывали в гроб и отпевали как покойника, говоря, что теперь он для всех как мертвый, а после отправляли в лепризорий. Вот с таким противником пришлось сразиться молодому королю Балдуину. Власть на него свалилась неожиданно, когда ему было 13. Он принял королевство после смерти отца. От последствий болезни мальчика защищало только его королевское происхождение. Люди верили в то, что он посланник небес. Кроме того, отец отказался сдавать сына в лепризорий и привлек для защиты рыцарей ордена Святого Лазаря. Они неплохо разбирались в болезни и под присягой на франкском суде подтвердили, что лепра не так заразна, как чума или холера. Суд решил, что Балдуин будет ходить в плотной одежде, а лицо прикроет полупрозрачной маской. Он исполнил решение суда. Вскоре его стали звать королем без лица. А лазариты оказались правы. Никто из приближенных к Балдуину не заболел проказой. За 75 лет до воцарения Балдуина французы взяли Иерусалим под свой контроль. Иерусалимское королевство было создано в результате Первого крестового похода. Священный город имел огромное значение как для христиан, так и для мусульман. Править Балдуину пришлось в очень непростое время. Войска могущественного султана Салах ад-Дина постоянно угрожали ему. Средние века были той эпохой, когда короли не отсиживались в тылу, а вели в бой армии, подавали пример героизма своим подданным. Так же поступал и Балдуин. Болезнь не препятствие для выполнения королевских обязанностей. Он понимал, что его век короток, и полностью посвятил жизнь служению королевству. У него не было ни жен, ни любовниц. Только цель – укрепить Иерусалимское королевство. Со своим главным врагом, султаном Салах ад-Дином, Балдуину пришлось столкнуться в первый же год правления. 13-летний король успешно атаковал Дамаск, чем вынудил султана Салах ад-Дина вылезти из Алеппо. Через 2 года противники столкнулись в боях за Дамаск и Андухар. Армия Салах ад-Дина превосходила численностью войска Иерусалимского королевства в несколько раз. Кроме того, Балдуин мог держать поводья лошади только одной рукой. Но это не помешало королю сокрушительно разбить соперника в 1177 году в битве при Манжезаре. Ошеломленный Салах ад-Дин в сердцах сказал своим приближенным: «Пока этот мальчишка в Иерусалиме, город не падет». Балдуину на тот момент было всего 16 лет. Сопернику пришлось договариваться о мире. Своего короля народ боготворил, несмотря на проказу. Победы сделали его национальным героем. Но, к сожалению, болезнь взяла свое. 16 марта
1185 года он умер. Ему было всего 24 года. Наследники его власти, вполне здоровые, оказались не так мудры, и султан Салах ад-Дин взял город через 2 года после смерти Балдуина. История Иерусалимского королевства закончилась.